Я уверен, ты помнишь то чувство голода. Помнишь, как от твоего клюва гибли невинные? Да. Я пытался, правда пытался взять себя под контроль. Новообращенные еще не так сильны. Но мой сын, он решил выбежать. Нарастающее напряжение. Хотя не так. Заметное нарастающее напряжение между Лолошкой и Джоном. Я четко подмечаю, что когда эти двое рядом друг с другом, их характеры немного, скажем так, фальшивят. Я бы даже сказал, естественно фальшивят. Может быть, у меня глюки, но давайте, начиная с этого момента, следить за этим еще внимательнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы ссоримся. Да, ссоры между Лолошкой и Джоном становятся все заметнее и заметнее. Они явно взяты не из воздуха, но сейчас мы за этим можем что? Только наблюдать. Так и самое главное, что в предыдущей серии мы наконец-то совершили попытку собрать людей города и рассказать про церковь, про нападение монстров и даже немного про историю зарождения Скинта. Увы, привлечь людей не получилось, но зато Лолошка наконец-то познакомился с подпольем. Ощущение, что с этими ребятами будет попроще. Также напомню, мы немного подумали и поняли, Невера надо привести к людям, чтобы он рассказал про свое заражение и про восстановление. Так будет явно лучше. Эй, Невер, я надеюсь, ты как обычно где-нибудь здесь? Я не понимаю, откуда во мне столько непонятной энергии. Я не понимаю, куда ее деть. А еще эта энергия, она превращается во что-то похожее на злость. Хотя нет, скорее раздражение. Я начинаю срываться на других. Зачем-то наговорил всякого Неверу. Подожди, что? Неверу? Он сказал, помните, если Неверу хочется поболтать, то пусть он прекращает делать вид страдальца. Ну да, это было жестко. Продолжай, Лолошка. Я, конечно, ему нигде не соврал, сказал правдивые вещи, но, кажется, мои слова его немного задели. А мне еще надо как-то убедить его пойти со мной в Эшхолд. Интересно, он умеет пользоваться путеводным скинтом? Ну вот как раз мы сейчас это и узнаем. Эй, Невер, спишь, да? Поговорить? Невер? Невер! Я сплю. Ё-моё. Невер! Что? Лолошка! За что мне эти мучения? Да, Невер, прости, я не хотел тебя будить, просто это правда важно, очень. Я старая. Да, Невер, я знаю, ты старая птица и тебе нужен покой. Просто я бы не стал беспокоить тебя, если бы вопрос не был срочным. Хорошо, выкладывай. О, супер, спасибо. Слушай, мне нужно, чтобы ты помог мне с церковью. Ты знаешь, что на город готовится нападение. Ты знаешь, что церковь этому не мешает. Я пытался переубедить жителей сам. Хотел, чтобы они готовились, вооружались. Но мне не поверили. Лолошка, это же неудивительно. С чего ты взял, что словам поверят? Ну, я рассказал им про ту книгу, которую показывал твой сородич. И представляешь, они даже начали сомневаться. Но вышел кардинал. Ему хватило пары слов, чтобы рассеять любые сомнения. Да, и ты этому удивлен, что ли? Да нет, конечно, я просто надеялся на... Я, в общем, просто надеялся. Ого, Лолошка, когда во что-то веришь всю жизнь, сложно от этого отказаться. Даже если ты умный и адекватный ворон. А теперь представь, каково глупым людишкам. Тут, знаешь ли, нужны железные доказательства, а не просто слова. Вот именно, Невер. Именно поэтому я и пришел к тебе. Что? Но у меня же нет доказательств. Да, но тебе не нужно их иметь. Ты сам доказательство. Живое и говорящее. Твоей истории поверят. О, нет, Лолошка, не втягивай меня в это, нет. И я сейчас не строю из себя страдальца, нет. Уж с кем, а с горожанами Эшхолда я точно не горю желанием общаться. Опа! То есть ты все-таки признаешь, что сидел у Скинта, чтобы с тобой заговорили, да? Ты изменился, Лолошка. Признаю или нет, но помочь я тебе не смогу.
Я же заперт тут. Даже если бы я хотел, я не знаю, как выбраться отсюда. А я и не хочу выбираться. Ну ладно, я понял. Извини, что побеспокоил. Все? Подожди, реально все? А, ну да. Так, да что такое? Почему я задал вопрос про скин? Зачем? Что со мной происходит? Я ведь уже давно начал замечать, что что-то не так, но раньше я не придавал этому значения. О, то есть все-таки... Ой. Опа. Что? Ложка. А чего это он такой? Не задалась, видимо, встреча с Невером. Офигеть. Внезапный переход. Да, то есть все то, что я говорю последние 2-3 серии, это правда. Лолошка действительно становится более напряженным. Я это прям реально начал чувствовать. Но, оказывается, мы поняли самое главное. Невер не может отсюда выбраться. Офигеть. Это... Это что же получается? У нас 2 пленника? А, нет, даже 3. Гимлин, Альфред и Невер. Они никак не могут отсюда выйти. Эй, Лолошка, а ты что делаешь? Злость вымещаешь, что ли? О, боже, Лолошка, ну ты сам на себя не похож. Привет. Поговорим? Да, Джон, ну что ты тут стоишь? А если бы я по тебе мечом попал, а? Ну так не попал же. Ой, понятно. Да, ну ладненько. Чё-то ты сегодня какой-то уж больно молчаливо-унылый, Лолошка. Молчаливый и унылый, да? Да, молчаливый и унылый, я объединил. Так в чем дело, рассказывай. Знаешь, я как-то не привык, чтобы мое лицо таким кислым было. У тебя будут морщинки, Лолошка. И они тебе не подойдут. Это мое лицо, Джон, а не твое. Мы идентичны на 99,7%. Так что мое утверждение никак не конфликтует с твоим. Конфликтует? Да, короче, считай как хочешь, но мы отвлеклись. Рассказывай, чего приуныл-то? Я поговорил с Невером по твоему совету, но он отказался. Ну значит, поговорил плохо. Что нет, Джон, нет. Я не стану на него давить. Ты не видел его, когда мы только познакомились. Он был запуганным, грустным и ворчливым. Ну так... Ничего же не изменилось. Да нет же, изменилось. Он перестал вспоминать и говорить про постоянный голод. Почти не вспоминает о тех ужасах, что натворил воплощенным. Он даже стал крепче спать. Его теперь бывает не разбудить. Я не стану заставлять его вспоминать все это снова, если он не хочет. Не знаю, как ты, Джон, а я с друзьями так не поступаю. Так у Невера же нет друзей. Есть, он просто стесняется. Ну допустим, ладно. Так а если ты поступил, как считаешь правильным, чё ж грустишь-то тогда? Да я не могу придумать ничего, что могло бы помочь убедить людей отречься от церкви. Другая развоплощенная, которую я знаю, мертва. Еще один зараженный рассыпался прахом на руках Гимлина. А Альфреда вытаскивать — это равно потерять его. Заражение тут же продолжится и захватит его тело. Вот так вот. Никаких других весомых доказательств у меня просто нет. Ай, какой бедолага. Ну так найди эти доказательства. Серьезно, Джон? Ты за этим сюда пришел? Если да, то можешь идти обратно, я не в настроении. Мне нужно тренироваться. Буду защищать город в одиночку, раз ничего другого нет. Я поговорил с Невером по твоему совету. Иди. Эй, Лолошка, да ладно тебе. Иди. Ну ё-моё, Лолошка. Лолошка. Серьезно? Ты будешь игнорировать меня? Ну и пожалуйста. Тоже мне. Угу. Действительно, тоже мне. Блин, я сам своего персонажа не узнаю. Но это так прикольно. Я понимаю, что Лолошка сам по себе фундаментально, он не поменялся. Просто в нем есть вот эта какая-то частичка раздражения. То есть в нем реально появилось некое ядро злости. И теперь даже непонятно, что в этот момент ощущает GDH. Что-то мне не по себе. Какое же мерзкое чувство, а? Мне от его мины кислой и самому тошно. Никогда бы не подумал, что... хотя нет, это глупости. Наверняка это только потому, что мое подсознание воспринимает его за меня. Да, поэтому. И оно не привыкло видеть меня таким поникшим. Вот и все. Вот, объяснение хорошее. О каком деле может идти речь, когда... короче, соберись, Джон. Ты не из таких передряг выбирался. Соберись. Если моя глупая версия не умеет решать проблемы, то самое время помочь ей. Начну с малого. Язык у меня явно лучше подвешен. Может, у меня получится уговорить Невера?
Ага, ух ты. Так, блин, а я только-только начал говорить, интересно, что чувствует GDH. И вот оно! Какое мерзкое чувство! Мне не по себе. Мне от его мины самому тошно. То есть все-таки GDH теперь преисполнился каким-то чувством сострадания. Даже интересно, что будет дальше. Эй, пташка, поговорить. Невер, давай вставай. Дело есть. Что такое? Вы так и будете меня будить по очереди, да? Мой дом не проходной двор. Кар, я же спал. Да, я знаю. Но есть вещи важнее сна, Невер. Нет. А я и не спрашивал, я утверждал. Так, короче, Лолошка уже бывал у тебя, так? Считай, что я по такому же поводу. Кар, я отказал ему. Почему я должен согласиться с тобой, а? Не хочу. Да, Невер, я понимаю, но если... Ничего ты не понимаешь. Да тихо ты! Послушай сначала, а потом говори. Я прекрасно вижу, что для тебя это неприятный этап в жизни, и что ты пытаешься спрятаться от прошлого и все такое, но это не поможет, Невер. Ты не убежишь от самого себя, и от своих мыслей тоже. Прошлое надо принять, как бы страшно ни было. И знаешь, как лучше всего его принять, а? Помочь тем, кому можешь. Я уверен, ты помнишь то чувство голода. Да. Помнишь, как от твоего клюва гибли невинные? Да. Ну вот. Разве ты хотел бы, чтобы таких несчастных запертых душ стало больше? Хочешь, чтобы они проживали то же самое, что проживал ты? У них-то, скорее всего, не будет второго шанса, который есть у тебя. Знаю, ты всем рассказываешь, что тебе плевать на остальных, но... Невер. Эшхолл — самое безопасное место Архея. Взрослые, дети, мужчины, женщины. Участь вечно голодного монстра настигнет всех. Так ли важно твое личное отношение, когда на кону судьба чуть ли не последних выживших? А? В конце концов, подумай об этом как о собственном искуплении. На твоем клюве кровь многих. Их уже не вернуть, зато других можно спасти. Именно. К тому же ты сам знаешь, это отличный шанс утереть нос церкви. Представь их лица, Невер. Кардиналу останется только хвостик поджать. Да, я понял. Я бы мог согласиться, но я все равно здесь заперт. Я не могу покинуть сон Лолошки. Чего? В смысле не можешь? А ну-ка, погоди. Так. Что? Али, опа! Чего? Подожди, GDH, ты все это время мог это делать? Какого черта? Серьезно? То есть все это время ты знал, как кого-либо вернуть из сна, да? Угу. И при этом никому не сказал? Да. И почему же? Да знаешь ли, нужды не было. Ой, да ладно тебе, ладно, успокойся, какая уже разница? Пойдем, нам нужно кое с кем встретиться. Есть у меня парочка знакомых среди местного подполья. Давай. Как же я надеюсь, что Садыка на месте. Иначе придется импровизировать. Что? Это... Только я, знаешь, начал... Вот, серьезно, я начал как-то более-менее снисходительнее относиться к GDH. Не, снисходительно это плохое слово. В том плане, что я больше начал сопереживать GDH, его проблемам, его фразам, мыслям и так далее. Как вдруг оказывается, что он, получается, соврал Гимлину. Помните, Гимлин спрашивал его про «Знаешь ли ты, как выбраться» и все такое? А GDH же что сказал? А ты, получается, настолько воинственный дворф, что тебе не нравится быть в безопасности? Да, то есть GDH не сказал «нет». Типа, я не знаю. Он просто чуть парировал другим вопросом. Вот этот, блин, GDH всегда найдет вот эту вот лазеечку, как не ответить, да? Так, получается, сейчас мы хотим, чтобы Невер выступил среди подполья, правильно? То, что здесь разгуливает огромный ворон, никого не смущает, не? Так, вот и... Ой. Кто это там? Какой-то орк. Это явно незнакомец. Здрасте. Привет. Так, и что это? Кар! Нет! Джон, я не полезу в канализацию! Да тихо, ты, пташка, не кричи ты! Не надо никуда лезть. А это еще кто? Чего это за птенчик? Родственничек кардинала, небось? Кар! Я не имею ничего общего с этим полоумным. Ну так и славненько. Эй, Джон, видела твоего дружочка? Ну, который такой же, как и ты. Хотя вы люди-то и так на одно лицо.
Вот были бы у вас клыки, Да-да-да, Садыка, пожалуйста, ближе к делу. Короче, второй ты попросил со своими поговорить. И народ собрать. Ну, слушок-то подан кому надо. Маловато наших, конечно, маловато. Но лучше, чем ничего. А самое главное, мы деремся славно. Супер. Слушай, Садыка, а вы сможете привлечь внимание, скажем, на площадь? Нужно как можно больше людей и не людей. Короче, создать общественный резонанс. Чё? Шум создать, короче. Внимание привлечь. Так это запросто. Можете уже идти на площадь. Я пока народ соберу. Идите, идите. Только не выходите сразу. Лучше спрячьтесь. Я дам знак. Стой, а знак-то какой? Ну ладненько. Пойдем, Невер. Найдем место потише, чтобы на стражу не нарваться. Что-то думается мне, что после неудачи нашего дорогого Лолошки наше лицо здесь не очень-то любят. Это, кстати, правда. Да, Лолошка как выступил, так и все. Теперь GDH будут тоже воспринимать как еретика, которого ловят. Только вот непонятно, как в итоге ко мне относится церковь. Типа, с одной стороны у нас есть кардинал, который сказал «ловите его», а с другой стороны есть епископ Лукий, который верит в нашего Лолошку. И по итогу... Как относится церковь-то? Нам четко дали понять, чтобы на площадь мы не выходили, но... Куда же мы... Вот здесь, вот тут можно спрятаться. Вот так вот. Прячься. Ах, да ё-моё. Где здесь можно спрятаться? Хоть какое-нибудь нормальное место. Может быть, вот здесь? Да, слушайте, вот здесь как будто тоже хорошо. Нормально? Ну и сколько нам ждать? А мне-то откуда знать? Я слышал ровно столько, сколько и ты. Мне все это как-то не нравится. Чё, боишься, что ли? Я? Нет, я смелая птица. Да боишься. Волнуешься. Называй это как хочешь, но суть одна. Знаешь, будь я Лолошкой, то сказал бы: ничего плохого в этом нет, Невер. И обязательно бы приободрил тебя. И даже успокоил. Но я не Лолошка. Поэтому будь добр, приведи себя в порядок. Да, давай, тебе предстоит долгая речь. И конечно же, если что, я помогу тебе. Но основная нагрузка на тебе. Ты что, не понимаешь? Я могу просто развернуться в любой момент и уйти. Ой, не грузи, можешь, но не станешь. Как минимум в сон тебе не вернуться без его владельца. Ты попробуй достать, мелкотня. Ох, ё-моё, вот это я понимаю выход, да? Все инквизиторы ушли с площади. Значит, она отвлекла лишнее внимание на себя. Что ж, это отлично. Инквизиторы бы только мешали. Невер, не вздумай рассказать им, как тебя развоплотил Лолошка. Придумай что-нибудь другое. Мы точно еще не знаем, как это работает. Лучше не давать лишнюю надежду. Ага. Так. И как же это будет выглядеть, интересно? То есть Лолошке не поверили, а Неверу... Вот просто как он докажет, что он развоплотился? Я вот этого не понимаю. Ну, как это должно выглядеть? Так, подожди, а куда вы идете? Это... на эту площадь. Господи, понял. Так. Давай, Каркарыч. Вот сейчас мне точно нужно притвориться Лолошкой. Эти идиоты все равно не различат. Люди Эшхолда! Опять ты! Да, это снова я. Вы не поверили, и вот, я привел вам живое доказательство лжи церкви. Встречайте! Невер из Мора! Невер, расскажи этим людям свою историю. О том, что церковь врет, вам уже сказали, но не сказали, как врет. Дело в том, что я уже был подвергнут тому, что вы называете очищением. Чего? Может быть. С чего бы нам верить тебе? Да, ты же вообще ворон. Да, ты же вообще ворон. Все знают, как любят вашинские наговаривать. Да, ваше право мне не верить. Но хотя бы выслушайте. Так. Я начну издалека, но все же буду краток. Мое племя жило на красивых территориях, невиданно плодородных. Те, что вы сейчас знаете как гиблые топи.
Но однажды мы были вынуждены бежать. Так. Мы помним, что люди затопили эти топи, да, и... Раньше они не назывались топями. Когда мы сбежали, я и моя семья еле спаслись. Нам потребовалось много времени, чтобы найти подходящее укрытие. Могли ли мы называть это место домом? Нет, не уверен. Но выбора у нас все равно не было. То есть вот, это после того, как люди затопили, получается, то место. Так у него вон оно что, даже братья и сестры были. И даже когда мы нашли подобие пристанища, нас ждали тяжелые условия. С каждым днем добывать пропитание становилось все сложнее и сложнее. Дети голодали, а от отчаяния я решил рискнуть. Отправился в лес, чтобы найти хоть что-то. Семена, плоды. В своих поисках я зашел дальше обычного. Там-то меня и ждали эти воплощенные. То есть это история уже, когда он взрослый. То есть у него были дети. Я не собирался сдаваться. Меня ждала моя семья. Но их было больше. А удача была не на моей стороне. Фига там, кстати, леший. Я думал, что в тот момент я завершу свою жизнь. Но нет. Я воплотился. И моим сознанием завладел голод. Неутолимый голод. Только вот прежний я никуда не ушел. Не ушли и воспоминания. Я пытался, правда пытался взять себя под контроль. Но все было тщетно. Не успел я и глазом моргнуть, как оказался около нашего убежища. И все было бы в порядке. Дом бы выдержал мой натиск. Новообращенные еще не так сильны. Но мой сын... Он решил выбежать. Боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Это... А за ним и все остальные. Словно со стороны я смотрел, как мой выросший клюв разрывает плоть членов моей семьи. Я до сих пор чувствую этот железный привкус во рту. Думаете, отрицать церковь грех? А что вы скажете, когда крики близких станут вашим вечным наказанием и кошмаром? Вы хотите этого? Лучше уж гибель, чем смотреть на такое. Ой, ё-моё. А потом я ел, и ел, ел, и ел. Этот голод не насытить никогда. Я надеялся, что хотя бы охотники прекратят мои страдания. Но нет. Свершилось чудо. Never, не рассказывать про Лолошку. Да. Я смутно помню какого-то человека, который развоплотил меня. Но больше я его не видел. Все те события как в тумане. Тело уменьшалось, кости ломило. Каждая кость в моем теле ломалась, уменьшаясь. Мышцы растягивались и резко сжимались, сокращаясь в судороге, которая корежила все тело. Человек ушел, пока я проходил через эти муки. Мне более не удавалось его найти. Но если кого-то из них не тронула слезливая история про семью, их точно должно задеть описание личной боли. А Невер-то неплох. Боже, эти слова, они звучат ужасно. Я никогда бы не смог жить, если бы сделал больно своей жене. Но что ты от нас-то хочешь? О, человек, не мне решать, что вам делать с этой информацией. Я свое нарешался. Так, супер, а теперь мой выход. Спасибо, что выслушали рассказ моего доброго пернатого друга. А теперь-то вы мне верите? Да, само собой. Друзья мои, мне жаль, что вам пришлось погрузиться в эту печальную историю. Я надеюсь, что ни у кого из вас такого не случится. А теперь слушайте внимательно. Да, я первый. Донесите эту информацию своим семьям и своим друзьям. Расскажите правду. Помните, сейчас вас большинство. На нашей стороне стража. На нашей стороне даже часть инквизиторов. Не бойтесь. Кто не слышал, тот должен узнать. Но действовать нужно быстро. На город готовится нападение, и оно будет уже очень скоро. Армия голодных монстров мечтает или проглотить вас, или сделать вас такими же, как они.
Соорудите укрытие, обзаведитесь припасами. Самая выгодная позиция для нас — оборона крепости. Так. О, епископ Лукий. А ему это явно не понравилось. Только вместе мы сможем противостоять напасти. Удвойте караулы, будьте внимательны. Заприте ворота и вооружите каждого. Покажите друг другу парочку ваших лучших бойцовских приемчиков. А детей спрячьте. И научите сидеть тихо, прошу, если еще не научили. И, кстати, не гоните охотников. Да, вы их не любите, но они хорошие бойцы. Нельзя списывать их со счетов. А теперь давайте, марш готовиться! Я первый. Я все понял. Вау. Я все понял. Интересно, что их сильнее зацепило? Твоя речь или речь Невера? Ай, да ладно тебе, Садык, не обольщайся. Многие из них наверняка заметили в толпе инквизиторов. И поспешили убраться подальше от проблем. Ну, не знаю. Я все равно думала, что будет намного хуже. Ох, какой там, обижаешь. Я ж тебе не лоу-ложка. Да уж, я заметила. Наглости тебе не занимать. Да и ума, кстати. А также невероятной, почти магической притягательности. Да. Жаль, места для скромности не осталось. Бла-бла-бла. Скромность — удел тех, кому нечем хвастаться, Садыка. Так, а вообще, Невер, кому-то пора возвращаться домой, пока ты не начал с кем-то ссоры. Подожди, а он не поможет нам? Я слишком стар для сражений. Да, Садыка. Давай я лучше отправлю его и вернусь сюда с лол-ложкой. Мы вам поможем. Хорошо, напарник. Ты протянула мне руку? Серьезно? Ну да. А чё не так-то? Ну ладно. Может быть и... Черт, ты аккуратнее! Мне этими руками еще сражаться. Ну я же не виновата, что вы мелочь чувствительные такие. Да, иди. Так, а теперь ты, Невер. Так, что насчет спасибо? Не парься, лоложка тебе спасибо скажет. Вообще-то я от тебя благодарности заслужил не меньше. О, конечно. Пойду отдохну. Я говорил слишком много. Слишком много. О, я устал. Что ж, лоложка чем-то все еще занимается, да? Так, мне просто вот интересно, Гимлин-то, он же должен как-то узнать о том, что GDH по итогу умеет отсюда вызволить. Теперь мне просто интересно, как он это умеет. Эй, лоложка, что делаешь? Поговорим? Эй, посмотри на себя. Лучше бы дальше тренировался. Джон, без тебя было, знаешь, как-то спокойнее. Что? О, помогите, в него вселился Невер. То есть, не смешно, Джон. Да, проехали. Советую собрать самые нужные вещи. Зачем? Ты что, пытаешься меня выселить отсюда? Слушай, не неси глупости. Если бы я хотел тебя выселить, взял бы и выселил. Так, то есть, неважно. Я все решил. Давай, хвали меня, хвали. Да подожди, о чем ты говоришь? Да, Невери, я Невери от церкви. Все готово, ложка. Твои дорогие жители Эшхолда поверили твоему не менее дорогому Неверу. Что? Подожди, но как? А вот это уже секретик. Я, знаешь ли, отлично умею договариваться. В общем, Лолошка, будь готов. Нам скоро предстоит поучаствовать в историческом для Архея событии. Нам? Ты будешь защищать Эшхолд вместе со мной? О чем ты? Конечно! Ты же без меня не протянешь. А я бы очень не хотел, чтобы эта наша симпатичная личика пострадала. Я понял. Джон, спасибо. Это правда много для меня значит. Хватит. Оставь свои дружеские милости кому-нибудь другому, ага. Ну и хорошо. Ну ладно, может быть, услышать эти слова от лоложки было приятно. Блин, мне так нравится, когда я слышу все вот эти вот мысли от каждого персонажа по отдельности. То есть мы, как зритель-то, видим полную картинку. А GDH, он
явно не понимает некоторые мысли Лолошки, а Лолошка, наоборот, не понимает некоторые мысли GDH. То есть вот чисто вот представьте, если бы мы не знали, что думает Лолошка и что думает GDH. Мы бы сейчас, играя за Лолошку, не знали, что GDH как минимум приятно. И при всем при этом мы бы не знали, что по ходу, ну, у меня такая, знаете, микродогадка, какая-то часть GDH переходит к самому Лолошке. Помните, вот он сказал про энергию в самом начале. Да, он сказал это как про злость, про раздражительность, но у меня складывается ощущение, что частичка энергии, которая ослабевает у GDH, переходит куда? Правильно, к Лолошке. Так что да, что-то мне подсказывает, что в скором времени мы увидим двух GDH-лошек. Я не знаю, как это еще можно назвать. При этом фундаментально это все равно будут супер разные люди. В общем, дамы и господа, как говорится, не забывайте про ваши подписки и лайки. Не забывайте про Бусти, который прямо сейчас надо мной. Обязательно переходите по этой ссылке, и вы можете поддержать нашу команду. Не переживайте за Лолошку, с ним все в порядке. Просто... нервничает парень. Готовимся к битве за Эшхолд, и опять же, не забывайте про вашу поддержку. Без нее в режиме замедления Ютуба немножко не очень. На этом я буду постепенно заканчивать, ну а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Джон, Дэйви, Харрис и Лолошка, а самое главное, жители, которые наконец-то на нашей стороне, кроме епископа. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока!